Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поуделим внимание вербному воскресенью. Поговорим о народных приметах, поговорим о том, что можно делать, на какие моменты обязательно нужно обратить особое внимание, чтобы привлечь достаток и благополучие в свою жизнь. Православные верующие ежегодно за неделю до Пасхи отмечают вербное воскресенье. И, конечно же, в этот день по всему миру вспоминают въезд Спасителя в Иерусалим и, конечно же, радуются весеннему возрождению природы. К сожалению, праздник переходящий и каждый раз приходится на разную дату в календаре. Но, что немаловажно, что именно в эти дни празднования всегда начинает цвести верба, дерево, которое обладает чудодейственными свойствами. И, конечно же, народные приметы на вербное воскресенье – это наш с вами многолетний опыт, который наши предки подмечали, все буквально детали и связывали с теми или иными явлениями. Итак, друзья, 17 апреля в этом 2022 году все мы вместе будем отмечать праздник, великий праздник, вход Господень в Иерусалим, или же по-народному, как мы привыкли, вербное воскресенье. И, конечно же, этот православный праздник отмечается на 6-е воскресенье Великого Поста. Вербное воскресенье по обычаю освещают пальмовые ветви. Но поскольку это южное дерево и растет далеко не везде, христиане заменили его на веточки вербы, которые чаще всего распускаются в начале весны. Воскресный день празднует вход Господень в Иерусалим. И 4 евангелиста в своих Евангелиях повествуют об этом важном событии. Они рассказывают о том нам, как Иисус Христос вступил в этот день на путь своих крестных страданий. И этот праздник отмечается издавна в христианском мире. И, конечно же, вербное воскресенье было названо в связи с обычаем у верующих украшать свой дом веточками ивовых растений, а также дарить друг другу такие букеты. И ивовые растения были выбраны не случайно, поскольку они первыми зацветают в весенние месяцы и знаменуют собой те растения, ветвями которых иудеи встречали Иисуса Христа. Конечно же, существует несколько названий данного праздника. Все мы знаем, как вход Господень в Иерусалим. Также этот день еще называют как цветоносное воскресенье или еще неделя Ваи. И, конечно же, если вы будете прикладывать веточки к больному месту, следуя народным обычаям, вы таким образом будете дарить человеку здоровье и скорейшее извлечение. Нередко веточками вербы легонько секут детей, придавая им здоровье и бодрости духа. Конечно же, друзья, главным символом, как мы уже сказали ранее, является вербная веточка. Еще в субботу вечером, в Лазареву субботу, у дерева срывают ветви и каждый приносит себе в дом. А утром проходит уже освящение таких растений в храме. По традициям празднования начинали вечером. На стол выкладывали угощения и вазы с веточками. К столу приглашали всех, кто заглянул в дом. И считалось, что тогда удача встанет лицом к угощающим. В отличие от других праздников, в церковном календаре воскресенье можно надевать новую одежду. А за неделю до Пасхи православные люди проводили различные обряды, разжигали костры и, конечно же, к огню подносили записочки с заветными желаниями и сжигали их. Обращаем ваше внимание, что ни вечером, ни утром растения выкидывать нельзя. Его хранят до следующего праздника, и согласно народным приметам на вербное воскресенье веточку необходимо поставить за икону, и только через 12 месяцев веточки сжигают, тем самым избавляясь от накопленного негатива.
По желанию растение можно отнести в храм или выбросить в воду. Вы знаете об этом. Ну а если у вас есть старые веточки, которые уже отстояли целый год, символически вы можете обмести все углы, окна, пороги. Таким образом, это снимет весь негатив, который накопился в вашем доме. И обязательно благодарите веточки вербы за службу своими словами. И сжигать или можно пустить по текущей воде в любой водоем. А пепел можете высыпать в унитаз или смыть. Также после этого желательно выпить 3 глоточка святой воды. И, конечно же, делать вы это можете перед вербным воскресеньем, в любой день, лучше в субботу. И, конечно же, также вы можете отнести в храм и положить в общий костер, и там, конечно, сожгут. Конечно, наши предки передавали и народные приметы на этот светлый день. Итак, обязательно постарайтесь постучать по телу веточкой вербы. И тогда считали наши предки, что будете здоровыми целый год. И, наверное, это, единственная примета, которую знают сегодня люди. Сначала веточку вербы освещают в церкви, а после этого веточкой постучите по телу и скажите такие слова. Будь таким же сильным, как верба, таким же здоровым, как ее корни, таким же богатым, как земля. Такое предпочтение отдается именно вербе потому, что это, пожалуй, самое живучее дерево, какое есть в нашей природе. Считается, что даже если палку вербы воткнуть в землю вверх ногами, она все равно примется и будет расти. Именно по этой причине верба сможет дать здоровье человеку, потому что она сама очень сильная по энергетике. Также съешьте почку вербы, тогда решится любое важное дело. Освященные веточки было принято хранить целый год возле иконы. Но если вам предстоит идти, например, на какие-то важные переговоры, или вы собираетесь начать очень важное для вас дело, и вы сомневаетесь и не уверены в результате, то именно верба поможет вам и здесь. Но поможет только та верба, которая в вербное воскресенье была освящена в церкви. Отправляясь на важное дело, нужно оторвать от веточки 3 почечки и съесть их, запивая обязательно священной водой, при этом думая о своем деле. Правда, пользоваться этим свойством веточки можно только в самом крайнем случае. Постоянно, надо, не надо, лучше вербу не беспокоить, может выйти просто-навсего боком. Далее обязательно посадите комнатное растение в вербное воскресенье. Наши предки считали, что так человек станет богатым. Вы знаете, раньше считалось, что если именно в этот день посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь деньги. В городах, конечно, держали комнатные растения, а вот в деревнях было не до того. Но те, кто знал об этой народной примете и сажали комнатные растения, очень быстро вставали на ноги. Но у этой приметы есть несколько определенных особенностей, о которых мало, к сожалению, кто знает. Во-первых, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности. А во-вторых, сажать нужно только растения с большими и мясистыми листочками. И одним из таких растений считается денежное дерево. Для того, чтобы оно не завяло и росло хорошо, нужно, конечно же, знать специальные правила его посадки и ухода за ним. Но замечено, что в том доме, где есть денежное дерево и оно хорошо растет, всегда достаток есть, и недостатка в деньгах просто не бывает. Обращаем ваше внимание, что этот день подходит для духовного очищения, для похода в церковь на праздничную службу и чтения молитв. Конечно, у этого дня есть свои определенные запреты. Обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя наводить порядок в доме, выполнять любую физическую работу, вязать, шить, устраивать шумные вечеринки, а также пить алкоголь и ругаться.
Также в этот великий праздник очень были в наши времена, времена наших предков, были популярны денежные ритуалы и практики. Поэтому именно в этот день вы можете изготовить талисман, который будет привлекать к вам деньги. При этом это может быть любой маленький предмет. Например, это может быть монетка, это может быть какое-то у вас украшение, драгоценный камешек, неважно что. Возьмите этот предмет и скажите на него следующие слова. Перед Пасхой святой Марья ходила, святых о достатке просила, а святой тот достаток всем послал и нам пошлет. И вот этот заговоренный талисман положите себе в кошелек и носите его при себе до следующего года. Еще одна прекрасная практика, которую вы можете провести в вербное воскресенье на воду. Итак, в любое время вербное воскресенье 17 апреля наберите в стакан воды. Положите туда 3 монетки, но предварительно, пожалуйста, под проточной водой промойте и далее скажите следующие слова. Медяки мои растут, и само вербное воскресенье тому в помощь. И оставляем этот стакан стоять на окне до следующего утра, то есть до 18 апреля. А утром выпейте водичку, а монетки положите в свой кошелек. Если есть члены семьи, которые также хотят принять участие в этой практике, в таком случае им в обязательном порядке нужно взять свой стакан и взять те монетки, которые у них есть в кошельке, именно вынуть те, которые будут им интересны, которые потянутся их ручонки, и провести также практику. А 18 апреля выпить стакан с водой. Ну, друзья, а следующая неделя у нас является Страстной неделей Иисусом Христа. Конечно же, вечером вербного воскресенья подумайте о смысле своей жизни и о своих поступках. И уже давайте вместе с вами потихонечку будем готовиться к великому празднику, к Великой Пасхе. Ну, а об этом празднике и не только мы уже с вами поговорим в следующих видео. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь и на наш телеграм-канал, друзья, ссылка в описании к этому видео. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам интуитивно интересно далее. И смотрите, там много полезной, важной и нужной для вас информации. Всех с праздником, всем мира, любви, гармонии, здоровья, берегите себя.